Ну что ж, друзья, здравствуйте. Как и обещал, в прогулке по Гурзуфу сделаем обзорчик санатория Айданиль. Вот Айданиль, санаторно-курортный комплекс, построен или открылся в 1974 годике. Находится на территории парка-памятника садового паркового искусства, санаторий Айданиль. Как говорят, действительно один из лучших парков на территории чуть ли не Крыма. Ну, тут, конечно, каждая лягушка свое болото, что называется, хвалит. Так вот, начну прямо уже у подхода к санаторию, потому что сам путь должен был начаться наверху на Южном шоссе у остановки. Остановка, скорее всего, так и называется, Айданиль. Название дано по поселку. Здесь поселок Даниловка. Это городской округ Ялты, Даниловка. Так же, как и Гурзуф. Это городской округ Ялты. Собственно, с другой стороны у нас поселочек Никита. Вот. От дороги, от остановки до вот этого места, где мы сейчас находимся, 1,5 километра. Дорога должна занять около 20 минут. Но это такой серпантин. Ни одна карта, наверное, не передаст. Не передаст того ужаса и страданий, которые вы испытаете, поднимаясь по этому серпантину. Сейчас я вам тут покажу вид на гору Айданиль, господи, на гору Аюдак, Медведь-гору. Собственно, с таким прекрасным видом санаторий здесь и находится. И первое же здание, которое нас по пути сверху будет здесь встречать, это лечебный медицинский корпус. Собственно, еще здесь на территории самого Айданиля есть апарт, в общем, квартирки, здания с апарт какими-то. На меня только что вон тот мужчина косо смотрит. Наверное, хочет понять, что я здесь делаю. Здесь все очень к блогерам странно относятся. Ну что поделать, ладно, будем приучать. Короче, дом умудрились выстроить. Не знаю, насколько законно и незаконно, но это их дела, ладно. Встречает вот такой квадратного вида медицинский корпус с таким замечательным двориком внутри, с пальмами. Он там, по-моему, 3-этажный. Лечебный корпус соединен с самим основным санаторием такой коридором, кишкой хотел назвать, но сейчас вы сами все увидите. Вот он идет тут с 1-го этажа и... Ой, ступенька. И сразу упирается в 5-й этаж санатория. Я так понимаю, у них здесь 3 основных корпуса. Это вот лечебный, основной и корпус называется морской. Он находится совсем на берегу морюшка. То есть, если вы любитель засыпать под шум прибоя, то вам в корпус морской. Если любите повыше и потише, и с замечательным видом на море, то заселяйтесь в основной и просите, чтобы вас повыше заселили. Так, здесь хочу показать, что еще есть на территории. Тут вот лестница, как раз вот она уходит, в том числе и к апарту, и к лечебному корпусу. И вот тут давайте тропкой этой пройдем. У них есть спортивный зал, где можно позаниматься
Работает он до 7. Время, кстати, сейчас уже 7 ровно. Начал так поздно, чтобы не было так жарко. Собственно, опять же, вот спортивный зал. И чуть выше там есть спортивный корт и футбольное поле. Оп, паркур. Паркур Теренкур. Да, до Теренкура мы тоже сегодня дойдем. Ну и вот мы уже подходим к основному корпусу санатория Ай-Даниль по этой чудеснейшей каменной лесенке с замечательными южными растениями, несвойственными нам, петербуржцам. Ну и вот посмотрите, это встречает именно такой вид, но здесь ни одного окна номера не выходит на нас сюда. Здесь это все коридоры этажей. А основные все окна всех номеров выходят на море. Вот. Ну и давайте я вас сейчас вокруг да около буду немножко водить. Пройдем вокруг. Выйдем сразу к морю. Кто это у нас? Кипарисы. Свечки вот эти все. Очень много, очень разнообразен парк деревьями наполнен. Даже не свойственно для Крыма пальмы. Потому что, как мне говорили, вот, Теренкур. Здесь есть своя тропа здоровья, так называемый Теренкур, можжевеловая роща. Здесь можно подняться практически до 120 метров над уровнем моря. Отличнейшие у них здесь видовые как бы площадочки есть со скамеечками, ступенечки и пошли. Вся прогулка по этому Теренкуру, наверное, займет с остановками минут 40-45. Мне понравилось. Сейчас мы не пойдем, сами понимаете, по каким причинам. Вот. Мы тут обходим корпус основной, и у нас по левую руку это здание столовой. Вот. Также у них есть здесь концертный зал, который иногда чем-то занимается. Есть открытый кинотеатр летний, который что-то я тоже не видел, чтобы функционировал, но когда-то это работало. Не сегодня. Подойдем к морюшку сейчас, и я вам покажу уже центральную часть санатория после. Здесь мы должны будем где-то пройти выход с тропы заодно. Здесь и кедры, и сосны, и там и сосна такая, сосна сякая. На части деревьев есть таблички, что это, кто это. Так, вот здесь люди как раз, вижу, бабушки, дедушки возвращаются с тропы здоровья. Ну и тут как раз вот финиш. Был старт и вот финиш. Сейчас я постараюсь узнать, как вам тропа здоровья? Прибавилась? Пойдем обратно. Обратно? Не очень. Справились? Прям сначала и вот и здесь? Мы там Да, мы там. Ну, я тоже так же, просто 7 потов, Мы немножко заблудились. Главное, там еще это и указатели отошли. заканчиваются. И не а он показывает. потому что раз и резко налево. А мы говорим, нет, Да, что-то прямо не туда пошли там. пошли. Потом А уже где нашли здесь указатели, главное? все Сюда или сластились. здесь? К корпусу вот сюда лучше пойти. И там будет отвороточка направо, и вы вот к фонтанчику выйдете. Вот так вот. Помогаем. Слушайте, я этим двум пожилым людям прям респектую. На самом деле мне самому там было не совсем... Не то чтобы легко, все нормально, но жарко, это
душно. Человеку непривычному, ну вот, например, да, сосна крымская, паласа или паласа. Но, насколько я тут гуглил, у этой сосны уже какое-то новое наименование появилось. Также здесь есть у них кусочек Италии или еще чего-то там. Ну, в общем, маслины. Маслиновая роща. Прям вот сколько вы видите, это все маслиновые деревья. Вот, направо туда, это корпус отдельный от санатория, называется Вилла Мишель. А в конце как раз там уже будет дикий пляж, и перед ним тот самый летний кинотеатр. Про Виллу Мишель сказать ничего не могу. Это апартаменты, там двухэтажные, трехэтажные. Как оно здесь появилось, как оно здесь очутилось, только одному украинскому богу известно, ибо это все было сделано еще при Украине. Так, момент. Мы на пляже. Сейчас козырьки нам мешают увидеть море. У нас на море здесь развивается шторм. Завтра обещают, что будет капец-капец. Будет все смывать и сдувать. Сейчас вы увидите уже убранные лежаки. Уже лежаков на пляже нет. Волна захлестывает буны. Буны — это здесь так называют волнорезы. Аюдак. И вот видите, как волны, врезаясь в волнорез, разбиваются красиво. Ну и вот это корпуса, три части их, это корпус морской. Корпус морской. Собственно, воздух тоже очень сильно морской. Прям, ох, вкуснятина. Не передать. Не передать. Завтра там чуть ли не 5 баллов шторм обещают, потому что вот накануне был шторм в Сочи. Кто, если там новости смотрел. Сегодня у нас 25 августа. Соответственно, имейте в виду. Пройдемся так вот бегленько по набережной. Так как это санаторий, то здесь никаких активностей, похожих как в Судаке, как в Гурзуфе, как в Ялте, нет. Здесь спокойный отдых, без каких-либо увеселений практически. Ну, если только тут какая-то есть одна кафешка, где пиво, мороженое, кукуруза, что-то такое перекусить. Это все имеется. А в Вилле Мишель, кстати, даже вроде как у них рыбный ресторанчик, такой профиль основной. Но я узнавал на тот момент, когда я спрашивал, это несколько дней назад, много чего из меню по рыбе не было. Или это не сезон, или это еще что-то. Так, тут ребятки пошли что-то с очком ловить. Очень интересно, кого. Видите, пляж уже закрыт, купание запрещено. Ох, вот это, конечно, красиво сейчас было, из-за лежаков не было видно. Вот, кто-то, конечно, тут лежак взял, ну, чтобы только посидеть. Но вот у нас море волнуется раз. Завтра будет море волнуется 2. Вот у кого-то вид на море с балкона такой. Вход со стороны противоположной, со стороны парка. Чаечки, или у нас это даже какие-нибудь альбатросы, не дай бог. Ох, тут разбивается, конечно. Давайте чуть-чуть постоим, понаблюдаем. Буквально минутку.
Вот еще сегодня до обеда вот эти все камни, которые сейчас выступают, они практически не выступали. Они были вот засыпаны всей этой галькой. И эту гальку всю постепенно начинает смывать волнами. До самого конца не пойду. Там у них организованы спортивные активности типа мини-гольфа. А здесь вот как раз лестница, с которой мы можем подняться на 2 уровня выше и оказаться на лестнице, ведущей к основному корпусу. То есть те люди, которые заселяются здесь в Морской, им приходится пешочком ходить в столовую, получается, через парк. Ну, тут недалеко, вот, но, соответственно, зато у них близко море. Очень много людей, которые предпочитают утро свое начинать не с кофе, а именно с моря. В 7 утра здесь уже, да в 7, ладно, в 6 уже люди плавают, рыбаков, несколько лодочек может быть. Ну и солнце у нас получается весь день по этой стороне идет. Ну и вот мы выходим на эту лестницу. Здесь еще есть 3-й этаж. Инжирное дерево. Есть еще 3-й этаж, но вот он, корпус Морской и 3-й этаж. И вот входы в номера с улицы. Не знаю, насколько санаторий работает в зимнее время, но, по-моему, раньше он круглогодично работал. Потом они с этой пандемией все в ноябре заканчивали. Ну, ладно. Так, очередные шикарные сосны. И вот это все у них здесь местный парк. Оп, отбегаем. Быстренько. Так, здесь я сделаю маневр, с вашего позволения. Вот, например, дуб пушистый. Вот вы спросите меня, а что у него здесь такого пушистого? А листья? Если потрогать листочки, то они реально вот мягонькие, как будто волосяные. А это такая форма приспособления дуба к жаре. Он, в наших широтах петербургских не выживет, потому что холодно ему будет. А вот в такой жаре Крыма он хорошо себя чувствует. И даже при отсутствии достаточного количества влаги. Дальше из прикольных здесь деревьев. Таблички, к сожалению, я здесь не видел, как оно называется. Ну, что-то там с земляникой связано. Это вот дерево, которое как будто бы без коры. Но на самом деле кора есть. Она просто у него каждый год отваливается. Она краснеет к Новому году. А в жару он сбрасывает старую кору, и весь ствол зеленый, тоже вегетирует. А с земляникой почему он связан? Потому что у него вот плоды сейчас, они пока еще зелененькие, но издалека как будто бы землянички. Вот. Так. Видим главный корпус со стороны моря. И фонтан. Фонтан с подсветочкой. Еще один вариант. Это, кстати, интересный про деревья. Дерево платан. Я в прогулке по Гурзуфу про платан уже рассказывал. Так что идемте к основному корпусу, главному. Все-таки все интересное там. Как же на меня люди смотрят. Какой-то дурачок ходит с камерой, общается. Вот мы возвращаемся на эту лесенку. Вот, по которой мы от моря сейчас поднимались. Продолжаем подниматься. И это еще не все,
что можно будет вам здесь показать из того, что присутствует здесь в санатории. Вот, у главного корпуса есть бассейн. Такой замечательный. Здесь вот дно помельче, там глубже, 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 ну, наверное, до 2 метров. Ну и вокруг него, как вы видите, всякие эти лежачки, которые, конечно же, каждое утро наши соотечественники привыкли занимать полотенчиками. То есть у кого-то море, это утро начинается с моря, а у кого-то утро начинается с забега с полотенчиком до лежачка, чтобы свое бренное тело потом с комфортом и в лучшем месте разместить. Но окей, тут как бы и да, и нет. Потому что я наблюдаю иногда картину, что полотенце лежит весь день, хозяин не приходит, а лежак занят. На него никто не претендует. Так, сейчас я вам покажу, какая у нас погода. Не погода, а температура. Здесь есть замечательный градусник. Вот такой вот. И у нас получается почти 30 градусов. Да, без малого. Там впереди у нас фонтанчики и детская активность там проходит вечерняя. Всякие танцы, пляски, вот эти вот все, что любим на всех курортах, повторяется. Итак, еще не все. Ой, внутрь заходить не буду. В принципе, наверное, на сайте у них вы сможете посмотреть самостоятельно, как выглядит рецепция, как выглядит столовая. Столовая, расскажу, это как, наверное, в любом санатории. Вы приходите, вас приписывают к определенному столику. И здесь такая система, что вы на 2 дня вперед делаете заказ по меню. И вам в тот день, в назначенный, то, что вы заказали 2 дня назад, приносят. Просто галочками расставляете там из вариантов блюд. Собственно, ничего сложного. Так, давайте тут еще по парку пройдемся. Очень зеленая, конечно, территория, классно. Мне такое нравится. Здесь есть даже зона с кактусами, там, с суккулентами. Сейчас мы мимо нее пройдем. Вот тут всякие дикие тропинки есть, по которым тоже интересно пройтись. Ну, уже просто от скуки. Вот такая горочка здесь. Пустынная. Как будто бы. Вот. Справа беседка, это зона для курения. Еще здесь есть бассейн с морской водой. Тот, что бассейн у главного корпуса, там пресная вода, просто как обычно любой бассейн, хлорочка и вся вот эта история. А здесь еще есть у них фитобар, где вы можете там кофе, чай на травах. А водно-оздоровительный спа-центр это собой представляет бассейн. Сейчас я вот в окошко загляну. Тут уже все закрылось, как вы видите. Никого нет. Вот, здесь показать я смогу. Вот бассейн с морской водой. Ну и с хлоркой тоже. А справа, там вот, где эти колонны, там несколько саун. Саун нескольких типов. Русская, финская, римская, турецкая и инфракрасная. 5 саун. Одновременно, чтобы все 5 работали, я такого не видал. На территории еще есть магазин свой. Но тут, конечно, там и фрукты, овощи можно прикупить. Вот он как раз вот в этом здании рядом с оздоровительным спа-центром. Ох ты, тут ходишь, тут столько всяких хвойных. Просто невероятно. И именно когда жара, воздух под этими соснами, пихтами, кедрами, кто тут еще?
всех не помню. Наполнен озоном. И как говорят, что этого озона даже больше, чем после дождя. То есть самая классная оздоровительная процедура в Крыму – это гулять в его хвойных лесах. Ох, друзья, вот так вот бегленько я постарался вам показать санаторий Ай-Даниль в поселке Даниловка, округ Ялты. Тут до Ялты буквально там 10-15 минут на машине. Виноградник. Какой-то такой английский сорт. Вот. Ну что ж. Ветер. Тут я все вижу, кстати, гольф-кар какой-то есть, бывает. Не знаю, есть ли это какой-то трансфер вас до куда-нибудь на нем. Но ни в коем случае не едьте от Симферополя на троллейбусе самостоятельно до Даниловки с чемоданами. Это, конечно, наверное, приключение прикольное, но, честно, не стоит того ни вашего здоровья, ни нервов, ничего. Вызывайте такси и едьте до сюда на такси с поезда, да? Но если вы на машине, то на машине. Давайте еще я вам пару видов. И пока-пока. Спасибо, что со мной. Спасибо, что подписываетесь. Лайки, подписки. Это все приветствуется. Ну и до новых встреч. Пока-пока.